Привет, друзья! С вами Светлана Иванова из школы йога-терапии. Сегодня я вам покажу короткий утренний комплекс на 15 минут, который можно выполнять даже в постели. Что вы получите? Какие плюсы от этого комплекса? Первое. Вы избавитесь от запоров, если у вас такие имеются. Второе. Промассируйте внутренние органы, в особенности органы пищеварения. Третье. Вы простимулируете организм к очищению и выводу токсинов. Четвертое. Укрепите мышцу, самую главную дыхательную мышцу диафрагму. Пятое. Укрепите мышцу живота, поперечную глубокую мышцу пресса, которая отвечает за стабилизацию поясницы, и тем самым разгрузите свой поясничный отдел. Шестое. Вы получите легкость и зарядитесь бодростью на весь день. И что самое главное, при регулярной практике хотя бы пару раз в неделю вы получите красивый, стройный животик, похудевшую талию. И это всего 15 минут в день. Как вам? Мне кажется, здорово. Всего 2 упражнения, поэтому досмотрите ролик до конца. Я покажу упражнения, расскажу об особенностях, противопоказаниях и частых проблемах. Кстати, друзья, обязательно подпишитесь на канал и колокольчик тоже нажмите. Не пропускайте мои новые уроки и видео. И важный момент. Я немного приукрасила. Так как комплекс лучше всего делать натощак, лучше проснуться, встать с постели, сходить в туалет. Важно попить теплой воды перед выполнением упражнений. Так эффект от выполняемой практики будет максимальным. Ну что, поехали? И мы начнем с первой асаны, которая называется в йоге Павана Муктасана. С санскрита Павана – это воздух, а Мукта – освобождение. Если переводить на язык аюрведы, то эта асана регулирует баланс вата-доши в организме. А с физиологией она работает с желудочно-кишечным трактом и в особенности с кишечником. Устраняет вздутие, отличная профилактика от запоров. Я вам покажу 2 варианта выполнения этой асаны. Первый вариант тот, который обычно практикую я и даю своим ученикам на уроках. И второй вариант немного облегченный, если вам покажется первый вариант сложным. Начинаем. Лежа. Это может быть положение лежа в постели. Мы всегда начинаем с правой ноги. Подтягиваем правое колено к себе, обнимаем правой ладошкой и прижимаем на себя. Поднимаемся вверх, обхватываем левым локтем правое колено, левую ногу держим прямую и мягко на выдохе делаем такую скрутку. Колено тянем к противоположному плечу и голову поворачиваем вправо. Как бы делаем выдох и фиксируемся в конце выдоха на задержке. Опускаемся на пол. Опускаем ногу на пол. Расслабляем правую ногу. Подтягиваем левое колено к себе. Левой ладошкой прижимаем колено на себя. На вдохе поднимаемся вверх, делаем захват правым локтем. И на выдохе такая небольшая скрутка. Левое колено тянем к противоположному плечу, правому, и голову поворачиваем влево. В конце выдоха фиксируемся. Небольшая пауза. Точка. Опускаем спину на пол. Опускаем ногу на пол. Расслабляем левую ногу. Подтягиваем оба колена к животу, обнимаем руками. Пятки вперед, плечи свободные, не втягивайте голову в плечи. На вдохе поднимаем голову.
но не тянем лоб к коленям, тянем подбородок вверх. И на выдохе колени к горлу. Полный выдох. Сжимаем живот. И снова в конце выдоха фиксация, задержка. Опускаемся на пол. Опускаем ноги на пол. Заводим руки вверх, над головой. И с удовольствием вытягиваемся. Тянем пятки вперед, тянем руки. Несколько вдохов и выдохов. Дыхание животом. Тянем носки вперед, тянем руки. И снова несколько вдохов и выдохов. И мы продолжаем второй круг. И снова начинаем с правой ноги, потом левая нога, потом оба колена вместе. Это один цикл. Хорошо повторять 5 таких циклов с утра. Если этот вариант по какой-то причине для вас оказался сложным, можно подтянуть просто правое колено, прижать к себе и подышать. Если у вас проблемы с шеей, голову можно не поднимать. Оставляйте голову на полу. Просто правое колено к себе, подтянули, расслабились, подышали. Левое колено к себе, подтянули, подышали. И потом оба колена к себе. Прижали к животу и подышали. Это такой совершенно простой вариант на случай, если вам сложно выполнять первый вариант. Продолжаем. Вторая техника нашего комплекса – Удияна Бандха. Брюшной замок, или сейчас модно ее называть вакуум. Техника является одной из самых древних и базовых техник в хатха-йоге. С санскрита переводится следующим образом: Удияна – поднимать вверх, бандха – замок. Данная асана меняет направление движения энергии в теле человека и влияет на все его здоровье, на весь его организм, на всех уровнях – физическом, психическом, ментальном и энергетическом. Поэтому очень важно асану практиковать осознанно и правильно. Важно, практика делается только натощак, поэтому с утра. Поехали! Смотрите внимательно. Техника выполнения. Мы делаем глубокий вдох, длинный полный выдох, и в конце выдоха делаем ложный вдох и вакуумом подтягиваем живот вовнутрь. Вдох, выдох и втянули. Когда задержка кончилась, не спеша сделали вдох. Но смотрите, почему не получается сделать эту технику. И проблема заключается в том, как вы делаете выдох. Проверьте себя и подумайте над тем, как вы делаете выдох. Если у вас наработан правильный стереотип дыхания, и во время выдоха живот естественно опускается вниз, то проблемы с вакуумом или с Удияна Бандхой быть не должно. Но если вы дышите неправильным стереотипом дыхания, следующим образом, когда вдох происходит за счет грудной клетки, а выдох расслабляется живот,
Я вам сейчас покажу, что из этого получается. Посмотрите. Я вдох делаю грудной клеткой. Выдох. Делаю животом. Живот расслабляется, уходит вперед. И я пытаюсь втянуть живот. Что происходит? Напрягают мышцы живота, напрягаются мышцы пресса. И мы усиливаем внутриабдоминальное давление, создавая проблемы еще большие для внутренних органов. Поэтому самый главный момент. Для выполнения вакуума должно быть правильное дыхание. Стереотип дыхания должен быть отработан. На вдохе живот расслабляется, на выдохе живот опускается вниз. И только тогда вы, естественно, расслабляя мышцы живота, втягиваете живот вовнутрь. И проблемы с выполнением быть не должно. У меня записано целое видео по стереотипу правильного дыхания. Ссылку я приложу ниже, под этим роликом. Обязательно посмотрите, проверьте ваш стереотип дыхания и отработайте правильный. Еще раз. Вдох. Диафрагма опустилась, живот расслабился. Он немножко приподнялся вверх. Выдох. Диафрагма пошла вверх. Живот опустился вниз. И в конце выдоха мы как будто уколом втягиваем живот вовнутрь. Иногда бывает так, что живот все равно не втягивается. Бывает заблокирована диафрагма, есть спазм. На эту тему я тоже записала видеоролик. Посмотрите, пожалуйста, и отработайте спазм, расслабьте диафрагму, и у Дьяна Банха будет получаться легче. Почему я соединила эти две асаны в данной практике? Павана Муктасана освобождает кишечник от запоров и вздутия. Когда ваш кишечник пустой, вам легче выполнять Удияна Банху и втягивать живот. Все очень просто. Но будьте, пожалуйста, осторожны. Эти техники выполнять нельзя, если у вас есть заболевания органов брюшной полости в острой стадии, язва, гастрит, панкреатит, дуоденит и другие, а также состояние после операций, беременность, брюшные грыжи или диастаз, дни менструаций. Для более глубокой проработки всех органов системы пищеварения у меня есть в записи несколько полноценных уроков длительностью в 1 час. Я вам очень их рекомендую. Ссылки приложу внизу под этим видео. И па-бам! У обоих асан есть мощный энергетический эффект. Обе асаны воздействуют на манипура чакру, чакру солнечного сплетения, а она, в свою очередь, отвечает за высокий жизненный уровень, отличное пищеварение, ясность сознания, интеллект и логику. Поэтому, друзья, не ленитесь, практикуйте, и ваш организм отблагодарит вас крепким здоровьем. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих моих видео. Желаю всем здоровья. Пока!